И я готова ответить на ваши вопросы. А международная жизнь с нами? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. На днях газета «Вашингтон-Пост» написала, что Россия, по данным ее источников, не причастна к взрывам на северных потоках. Скажите, пожалуйста, можно ли это считать косвенным признанием причастности западных стран к данным диверсиям? Вы знаете, я в эту игру играть не буду. Есть официальная и должна быть официальная позиция стран, если мы говорим о межгосударственных отношениях, в основе которых должна лежать международная правовая база, а именно результаты расследований. Утечки в ту пользу, в другую пользу, ссылки на неназванные источники, какие-то, знаете, аналитические выкладки, которые базируются на непроверенных данных, давайте это все оставим. Вот я сегодня про Скрипалей немало наговорила, как всегда, задавая вопросы, на которые мы ответы не получили. Есть расследование. Оно имеет международный характер. Оно должно зиждиться на законной базе, в том числе и международно-правовой. По нему необходимо странам взаимодействовать. Затем политики этих стран, которые осуществляют властные полномочия от имени своих народов, могут, наверное, и должны делать заявления. Но никак не наоборот, когда они какими-то странными обходными путями спускают в СМИ какие-то сливы, утечки, так сказать, без права называния их по имени, просто анонимки. И через такой формат пытаются формировать некое восприятие реальности. Вот мы за тот подход, о котором я сказала. Расследование, факты, изучение, анализ, вывод, а потом уже официальные заявления. Ну, можно тогда будет перейти и к утечкам. Если в странах Запада ситуация будет развиваться, как сейчас, то кроме утечек им ничего и не останется. Они просто будут бояться в принципе озвучивать свою точку зрения или свою позицию. Что касается сути вопроса, который касается именно самого происшествия, мы категорически осудили террористические акты против газопроводов «Северный поток-1», «2». Я напомню, если это кто-то не знает, это элементы критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры, и мы с самого начала решительно отвергли появившиеся на Западе спекуляции такого же пошиба, как сейчас и идут утечки, о том, что якобы Россия причастна к взрывам. Я просто напомню им, Россия это все активно строила, развивала, мало того, преодолевала колоссальное сопротивление и доказывала, что они нужны. Ладно бы на словах, но мы же активно участвовали непосредственно финансами, научными разработками, инвестициями. Инвесторы были из нашей страны, из тех же самых западных стран. Да, и все-таки это акватория Балтийского моря в зоне ответственности стран, которые имеют вот общность в подходах, так называемый коллективный Запад. Это их зона ответственности, это место, нашпигованное всей разведывательной военной техникой этих самых стран, в том числе и НАТО, как структуры. Ну, при чем здесь мы-то? Ну, они же, опять же, через утечки пытаются и этот элемент навязать мнению общественному. Поэтому с учетом объемов экспорта газа, который транспортировался по Северному потоку, и средств, которые были вложены в строительство Северного потока-2, ясно, что Россия, в частности, российская компания «Газпром», мы являемся пострадавшей стороной. В свое время мы давали анализ того, какие заявления и действия могли вдохновить этот теракт на этот теракт. Напомнить? Пожалуйста, Госдеп США Виктория Нуланд, которая говорила, что этого проекта не будет. После нее выходит январь-февраль президент Соединенных Штатов Америки, который повторяет то же самое, только уже на новом уровне, когда говорит, они найдут способы, как уничтожить этот проект. Это официальные лица крупнейшей страны, которая была заинтересована как раз много лет к разрушению существовавшей и развивавшейся энергетической инфраструктуры Европы и в политическом смысле, и непосредственно в сфере экономики, поставок энергоносителей и так далее. Вызывает сожаление, что западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного, деполитизированного расследования с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления наказания виновных.
Вопрос, конечно, этот остается на повестке и останется. Он сохраняет свою актуальность, поскольку речь идет не только о крупнейшем в истории акте саботажа в отношении транспортной инфраструктуры, но и крайне опасном прецеденте, который требует твердой коллективной реакции мирового сообщества на основе фактов, результата расследований, соответствующих выводов, сделанных именно в законном русле. В отличие от западных коллег, мы будем воздерживаться от спекуляций по поводу того, кто организовал и осуществил эти диверсии. Ведь нас же пытаются обвинить даже в том, что мы якобы навешиваем на кого-то какие-то там ярлыки, не имея фактов. Как это, какие мы ярлыки пытаемся навешивать? Все хорошо известно и изучено. Как вы знаете, любой детектив начинается с того, что следователь говорит о том, что необходимо обозначить мотив. Да? Будет мотив, будет легче проводить расследование. Мы просто говорили о мотивах. Но мы говорили не в теории о мотивах, а мы говорили о мотивах, которые были озвучены именно в этом контексте, именно такими словами и выражениями официальными лицами. Мы не приносили многочисленные статьи, публикации, проплаченные, вот также основанные на утечках, сливах. Мы не приносили, не знаю, записи даже каких-то там кулуарных переговоров. Мы просто напомнили официальную позицию Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. Поэтому мы надеемся, что заинтересованные страны пересмотрят свой подход и пойдут на сотрудничество, не будут политизировать эту тему, уж тем более фальсифицировать данные.